Всем привет! Вы на канале Vintage Goldstein. Сидя перед своими тканями, я долго не могла придумать, за какой же проект взяться, но вспомнила, что очень давно хотела нашить себе разных жилетов. Нарисовала эскизы 3 фасонов, которые я очень хотела бы иметь в своем гардеробе, в особенности для образов в эстетике коттедж-кор, гоблин-кор, ну и, естественно, хоббит-кор. Я хочу, чтобы и вы смогли сшить все эти корсетные жилеты, поэтому разделим их на отдельные видео, дабы процесс их создания был подробнее и понятнее. Я подобрала ткани для первой жилетки, которые, как по мне, подходят к задумке и по цветам, и по своей фактуре. Основная ткань в полоску – это хлопковый вельвет, а подкладка, которая, кстати, совсем не подкладка, а вторая основная ткань – это чистый лен, грубый, похож на мешковину. Выкройка. Я не перестану наслаждаться тем фактом, что у меня есть манекен, и выкройку я делаю прямо на нем, методом наколки. Для макета я использую тонкую хлопковую ткань, намечаю выточки и рисую желаемую форму жилета. Конкретизировать и выравнивать все линии буду при переноске выкройки на кальку. Жилет будет состоять из 2 отдельных частей, а сзади и спереди будет шнуровка. Теперь можно переносить выкройку на основные ткани. Припуски делаю 1,5 сантиметра. А сейчас наслаждаемся моим любимым процессом и наиприятнейшим звуком. Я выкроила все детали из обеих тканей, и можно начинать все сшивать. Складываю детали лицом к лицу и прошиваю. Но для начала нужно заправить машинку. Почему красная нить? Сама не знаю. Люблю использовать яркие нити, тем более, что ее не будет видно.
Сшиваю плечевые швы и сразу прошиваю выточки. Теперь проделываю все то же самое со второй тканью. Складываю детали лицом к лицу и прошиваю. И не забываем про плечевые швы и выточки. Я все сшила и уже отутюжила, разутюжила и приутюжила все швы и выточки. Кстати, выточки я заутюживала в разные стороны. На хлопковых деталях к спинке, а на льняных, наоборот, к центру переда. Теперь нужно сложить эти детали, внимание, изнанкой к изнанке и прошиваем все края жилета. Лишние припуски отсекаю, чтобы обработка перекрыла эти строчки красной нитью. Знаете, что я забыла вам сказать? Жилет-то у нас двухсторонний, 2 варианта под настроение. Обрабатывать края буду вот такой коричневой косой бейкой. Конечно, хлопковая косая бейка сюда подошла бы намного лучше, а еще лучше сюда бы подошла вообще какая-то замша, но использую то, что имею на данный момент. Прикалываю бейку лицевой стороной к жилету и прошиваю.
После того, как по всем краям пришита бейка, можно ее загибать, прикалывать булавками и пришивать вручную. Да, снова ручное шитье. Ну а что, не могу я без него. Тем более так намного интереснее и аккуратнее. Кстати, посмотрите мое предыдущее видео, где я шила пиратскую рубаху в стиле 18 века полностью вручную. Вот это было действительно сложно и очень долго. И последний этап – установка люверсов. Я выбрала вот такие маленькие золотистые люверсы и сделала пробник. Все отлично, и теперь можно устанавливать люверсы на наш корсетный жилет в стиле хоббит-кор. Благодарю вас за то, что были со мной сегодня. Надеюсь, что вам было интересно и кто-то да повторит такой жилет. Кстати, в таком случае обязательно выставляйте фотографии в Инстаграм и отмечайте меня. Все ссылки на мои другие соцсети в описании. Спасибо большое за просмотр. Увидимся с вами в следующем видео. До свидания.